Когда мы слышим слово «шайтан», перед глазами часто встает картинка из фильмов ужасов: рогатое, огнедышащее существо с вилами. В исламе все совсем не так. Шайтан — это не монстр под кроватью, а умный, хитрый и очень опытный враг, который знает наши слабости, лучше нас самих. Его главное оружие — не сила, а обман, соблазн и тонкое внушение. Понимание, кто он и как работает, это не про запугивание, а про осознанность и защиту. Это как знать правила дорожного движения, чтобы не попасть в аварию. Чтобы понять суть врага, нужно знать его историю. В исламе у шайтана есть имя — Иблис, означающего «отчаявшийся» или «лишенный милости». Иблис не был ангелом. Коран четко говорит, что он был создан из огня, а человек — из глины, ангелы — из света. Он принадлежал к джиннам, созданиям, обладающим разумом и свободной волей, как и люди, но созданным из бездымного пламени. Джинны, как и люди, могут быть верующими и неверующими. Иблис был настолько набожным и усердным в поклонении, что возвысился среди других джиннов и был допущен в круг ангелов. Но здесь случился поворотный момент. Когда Аллах создал первого человека, Адама, и повелел всем пасть перед ним в знак почтения, как перед почетным творением, ангелы сразу повиновались, а Иблис — нет. Он возгордился и сказал: «Я создан из огня, а он из простой глины, огонь лучше и благороднее глины. Почему я должен поклониться тому, кто ниже меня?» Его ошибка была в том, что он поставил свое мнение и происхождение выше повеления Создателя. Это был грех высокомерия и неповиновения. За это Иблис был изгнан с милости Аллаха, но он не смирился. Он попросил отсрочку до судного дня, чтобы сбивать с пути потомков Адама. Ему была дана эта отсрочка. Так Иблис стал шайтаном, отступником, врагом и проклятым. Шайтан — это не изначальное зло. Это высокомерное создание, которое выбрало путь противления из-за гордыни. Его главная черта — зависть к человеку и ненависть. Шайтан не заставляет нас делать зло силой, он шепчет. По-арабски это называется васваса — нашептывания, которые возникают в нашей голове. Давайте разберем его тактику на простых примерах. Первый пример — это обещание и приукрашивание зла. И звучит так: «Да ладно, один раз не считается. Все так делают и ничего. Ты заслужил это удовольствие, даже если оно запретно. Жизнь одна, надо брать от нее все». Человек хочет начать молиться. Шайтан шепчет: «Ты устал после работы? Помолись потом, сейчас отдохни». Потом: «Уже поздно, лучше утром наверстаешь». Утром: «Ой, проспал, ну ничего, в следующий раз». И так человек годами откладывает. Вторым примером влияния шайтана является запугивание и отчаяние. Звучит как: «Ты уже совершил столько грехов, что тебе никогда не проститься. Брось это все, ты уже пропащий человек. Ты недостоин быть хорошим мусульманином, оставь эти попытки». Человек, который хочет вернуться к вере после долгих лет бездействия, часто сталкивается с этим. Чувство стыда и никчемности — одно из сильнейших орудий шайтана, чтобы удержать человека в состоянии бездействия. Шайтан также содействует разжиганию ссор и обид. Например, он посмотрел на тебя неправильно, он тебя не уважает. Ты что, так это стерпишь? Да ему надо ответить. Она наверняка сказала это со злым замыслом. Между супругами или друзьями возникает мелкое недопонимание. Вместо того, чтобы спокойно спросить, шайтан нашептывает худшие интерпретации, раздувает из искры пламя ссоры. Его цель — разрушить связь между людьми, особенно между верующими. Откладывание и лень — также происки шайтана. Это, пожалуй, его самое распространенное и эффективное оружие в современном мире. Сделаешь завтра — успеется, сейчас не время. Это касается и молитвы, и помощи родителям, и благих намерений. Шайтан не может читать наши мысли, он видит наши поступки и слышит наши слова, и по ним угадывает наши слабости. Он как опытный манипулятор-психолог. Как же нам можно защититься от шайтана? Ислам — практическая религия. Он не просто говорит о проблеме, но и дает четкие инструменты для защиты.
Просьба о защите у Аллаха — это основа основ. Фразы «Аузу билляхи минаш шайтани раджим», что означает «прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана», и «бисмиллях» с именем Аллаха. Перед любым делом это не просто слова, а духовный щит. Это как надеть бронежилет, выходя в поле, где может быть снайпер. Помнить о Аллахе — зикр. Шайтан питается нашим забытьем. Когда мы помним о Боге, читаем Коран, произносим слова поминания и благодарим, мы как будто включаем яркий свет в комнате, где прячется вор. Вору некомфортно, и он уходит. Совершение пятикратной молитвы, намаза, это регулярная перезагрузка нашей духовной защиты, как регулярное обновление антивируса на компьютере. Не следуйте гневу. Пророк Мухаммад сказал: «Гнев от шайтана». Когда мы злимся, мы теряем контроль и рациональность, и шайтан легко нами управляет. Если чувствуешь гнев, измени позу. Сядь, если стоял, умойся, выпей воды. Придерживайся скромности в быту. Излишество, хвастовство, расточительство — питательная среда для высокомерия, а это любимая почва шайтана. Простота и умеренность лишают его многих крючков. Держаться общества праведных людей. Шайтан, как волк, легче нападает на отставшую от стада овцу. В кругу добрых, напоминающих о вере людей, защититься гораздо легче. Чего же не стоит делать? Каковы распространенные ошибки? Считать, что шайтан виноват во всем? Нет, у человека есть разум и выбор. Шайтан лишь предлагает, а мы соглашаемся. Перекладывая всю вину на него, мы снимаем с себя ответственность и не работаем над своими слабостями. Бояться его сверх меры. Чрезмерный парализующий страх — тоже его победа. Зная его методы и имея инструменты защиты, нужно не бояться, а быть осмотрительным, как опытный водитель на оживленной трассе. Думать, что он может управлять нашей судьбой. Никто, кроме Аллаха, не властен над судьбой человека. Шайтан — только искуситель, а не властитель. Шайтан в исламе — это вечный искуситель, персонификация гордыни, зависти и зла, которая возникает из выбора самого создания. Он — не абстрактное зло, а конкретный враг с именем и историей, чьи тактики подробно описаны. Знать о нем — это не для того, чтобы жить в страхе, а для того, чтобы понимать внутреннюю борьбу. Когда в голове возникает дурная мысль или лень, ты понимаешь ее источник и можешь ей противостоять. Не обманываться. Он обещает нам быстрое удовольствие и скрывает печальные последствия. Осознание этого помогает видеть дальше сиюминутного соблазна. Будьте милосерднее к другим. Понимая, что человек иногда оступается под влиянием этих наущений, мы меньше спешим осуждать и больше стремимся помочь добрым словом. Цените милость Аллаха. Защита от шайтана и прощение за совершенные по его наущению ошибки — это проявление бесконечной милости Создателя к человеку. В конечном счете, история противостояния человека и шайтана — это история испытания нашего выбора, нашей осознанности и нашей веры. И, как сказано в Коране, воистину козни шайтана слабы. У нас есть все необходимое, чтобы его слабые козни не одолели нашу сильную волю, дарованную нам самим Творцом.